Нужно вычесть преувеличения, которые слышат и читают о прибавочной стоимости собак, потому что они исходят от признанных ценофилов. Собаки в моде, и эти обстоятельства превратили их в панацею. Например, что произошло с алоэ вера и другими натуральными продуктами. Пчеловод без особого труда скажет, что прополис – это решение всех недугов. Очевидно, что еще не были обнаружены все преимущества, которые может предложить собака-компаньон, не в последнюю очередь потому, что ее существование в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, относительно недавно стало более заметным с последнего десятилетия века. 19 и систематическое обращение к собакам-терапевтам произошло только 30 лет назад, хотя собакам-поводырям потребовалось столетие существования. С другой стороны, возвышение собачьих заслуг связано с множеством факторов, из которых мы выделяем миграцию людей из сельской местности в города, городской стресс и городскую жизнь. Недовольство и подозрения в отношении синтетических лекарств, увеличение благосостояния, большая социальная справедливость и более низкий уровень рождаемости в семьях западного мира. Причем последний факт отвечает за больший спрос и признательность за собак, которые сегодня, как никогда раньше, заменяют своих детей и которые являются предметом невиданного почитания. Как если бы семейный волк был окончательно раскрытым божеством. Недавно несколько исследователей провели и опубликовали исследования, в которых они оценивают преимущества собак-компаньонов в семьях с аутичными детьми, доказывая, что присутствие этих животных полезно как для родителей, так и для детей, потому что вначале оно предлагает им соучастие, усиливает их усилия и освобождает их от стресса, тем самым способствуя менее утомительной семейной гармонии, поскольку они облегчают взаимодействие с детьми и помогают им быть более ответственными. Уже в апреле 2014 года исследователи из Университета Миссури-Колумбия США пришли к этим выводам, и теперь исследователи из Университета Линкольна Великобритании, финансируемые американским фондом Human Animal Bond Research Initiative, (HABRI), пришли к их подтверждению. По опыту, не все собаки подходят в качестве домашних животных, и гораздо меньшая группа сможет выполнить эту задачу, избавив родителей и детей от ненужного риска. Для того, чтобы все прошло без новизны и ожидаемые результаты были достигнуты, необходимо, чтобы собаки были объектом выбора, легкими в окружении, соучастниками и покорными, не территориальными, спокойными и со слабыми или отсутствующими побуждениями к защите, борьбе и власти, потому что другой способ, как реакция на вызванный стресс, может обрушиться на детей, несущих это неврологическое расстройство, характеризующийся трудностями в социальном взаимодействии, вербальном и невербальном общении, а также повторяющимся и ограниченным поведением. На протяжении всего нашего существования мы могли доказать пользу собак для детей с такими же или похожими неврологическими расстройствами, людей, которых мы никогда не рассматривали как ненормальных и достойных жалости, но которых мы приглашали в качестве равных в нашу среду, ставя на их выздоровление. Конечно, найдутся и другие животные, которые подойдут для этой задачи, но ни одно из них не облегчит желаемое взаимодействие, чем собака, животное, которое мы создали для служения и которое оставалось таким на протяжении веков. Компаньон, который вместо того, чтобы быть богом, придает своим владельцам почти божественный статус, готовясь ко всему, чтобы сделать их счастливыми.